Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем пирог. Пирог у нас будет с картошкой и с сыром. Пирог у нас будет очень такой бюджетный, тесто будет без яиц, без сливочного масла и очень быстрый. Если вы держите пост, то просто-напросто уберите сыр из этого пирога и сделайте его просто с картошечкой. Получится точно так же вкусно. Тесто получается бесподобное, оно вам пригодится и на другие пироги. Вы его можете сделать с любой другой начинкой так же, как и с картошечкой. И печется тоже достаточно быстро. Пирог получается большой, я его пеку в большом противне от духовки. Попробуйте его сделать, он получается вкусный, бюджетный и быстрый. Начнем печь. Сегодня для нашего пирога нам вначале, конечно, нужно будет сделать начинку. Для начинки мы чистим, очищаем 1 килограмм картошки, нарезаем крупными кусками, заливаем холодной водичкой и отправляем вариться. 15-20 минут, через 15-20 минут где-то она уже будет у нас готова. И пока варится картошка, делаем тесто. 500 грамм муки, 2 столовые ложки манки, 1 столовая ложка сахарного песка, 1 чайная ложечка соли, 1 чайная ложечка разрыхлителя. Перемешиваем все это и добавляем 1 пакетик сухих дрожжей. Это приблизительно 7 грамм где-то. 2 чайные ложечки приблизительно. Все это перемешиваем хорошенько. Добавляем 100 мл или подсолнечного, или кукурузного масла. И сюда же я добавляю 4 столовые ложки оливкового масла. Можете прекрасно его заменить или подсолнечным, или также кукурузным. Перемешиваем муку с маслом и делаем руками вот такую крошку. Все это очень быстро получается. Крошка наша уже почти готова. Вот такая она у нас получается. Такие мелкие-мелкие крошечки. И добавляем сюда 1,5 стакана теплой воды. 300 мл это у нас. Замешиваем быстро тесто. Тесто получается очень такое приятное на ощупь. Не липнет к рукам. Посмотрите, какое оно у нас. Собираем тесто в 1 такой шарик и оставляем подниматься на час. Накрываем или полотенцем, или крышечкой и оставляем его в сторону ровно на час. Картошка у нас уже готова. Переносим ее в какую-нибудь посуду, где нам удобно будет делать начинку всю. И просто-напросто мнем ее или ложкой, или вилочкой. Сюда же добавляем 1 чайную ложечку соли. Черный перец, конечно, кто любит. И здесь у меня натертый сыр, 300 грамм. Руками мнем вот так картошечку, на мелкие кусочки она у нас получается кусочками. И добавляем сыр. Кто хочет, может вообще сыр не класть. Кто хочет его сделать постным пирог. Кто хочет, положите белый сыр. Любой сыр, который вам нравится. И количество тоже можете регулировать уже по своему вкусу. Перемешиваем все это очень хорошо. Вот такая начинка у нас получается. Тесто у нас уже готово. Очень приятное на ощупь. Делим его на 2 части. Противень застилаем бумагой и просто-напросто руками растягиваем тесто на противень. Если вы хотите, чтобы ваш пирог получился немножко выше, я люблю, когда этот пирог, чтобы получался именно таким невысоким, делайте все это в меньшей форме. Укладываем начинку сверху, стараемся ее уложить, чтобы она везде у нас попала вот так вот аккуратненько, приблизительно одинаково. Края оставляем пустыми, чтобы можно было наш пирог потом соединить краешки. И раскатываем 2 кусок теста. Тесто очень податливое, очень легко. Видите, я даже ни мукой, ничем не припыляю. И с помощью скалки переносим сверху на наш пирог. Этот кусочек теста тоже.
Укладываем тесто. Соединяем верхний пласт с нижним. Защипляем вот так краюшки, чтобы у нас начинка не вытекала, но она у нас и не вытечет. И вот так руками мы просто его, так сказать, открываем тесто. Без скалки уже, без ничего. Тесто у нас уже готово. Пирог у нас вот так получается. Очень-очень такой он у нас ровненький, красивенький. Сверху мы его смазываем маслом. И вилочкой делаем вот такие проколы. И пар будет выходить, и пропекаться будет лучше. Духовка у нас уже согрелась на 180 градусов, и мы будем его выпекать 55-60 минут. Такой вот пирог у нас получился. Он получается очень нежный, очень вкусный. Тесто бесподобное. Я его режу, пока он еще горячий. Видите, даже пар еще идет. Мало теста и много начинки. Очень вкусно. Попробуйте, мои дорогие. И со сладким чаем на завтрак. И просто на обед даже с одним салатом. Это замечательно. Всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. До новых встреч. Пока-пока.